Крушение нефтяного танкера Exxon Valdez. Судно Oriental Nicety – это бывший нефтяной танкер Exxon Valdez, получивший известность после аварии в проливе Принца Уильяма, который привел к утечке десятки тысяч кубометров сырой нефти, загрязнившей воду и побережье Аляски. Длина танкера 301 метр, ширина 50 метров и осадка 26 метров. Судно могло перевозить 235 тысяч кубометров, 1,48 миллиона баррелей нефти на скорости 30 км в час, 16,25 узла. Корпус судна однослойный. Танкер построен в Сан-Диего, Калифорния, компанией National Steel and Shipbuilding Company. Доставлен компанией Exxon в декабре 1986 года. Ко времени аварии на Аляске он считался сравнительно новым танкером. Судно пришвартовалось к морскому терминалу Валдес в 23 часа 30 минут 22 марта 1989 года. Погрузка сырой нефти была завершена поздно вечером 23 марта. Танкер покинул терминал в 21 час 12 минут 23 марта 1989 года, загруженный 53 миллиона 94 тысячи 510 галлонами сырой нефти. Капитан Джозеф Хейзелвуд удалился в свою каюту в 21 час 25 минут. Пилот гавани Уильям Мерфи и третий помощник Грегори Казинс сопровождались одиночным буксиром для перехода через ущелье Вальдес, путь протяженностью около 7 миль. Уильям Мерфи покинул мостик вскоре после того, как судно вышло из узкого ущелья в 23 часа 24 минуты. В этот момент капитана вызвали на мостик. Казинс помог сойти с судна, оставив капитана единственным офицером на мостике. Третий помощник посоветовал диспетчеру движения и решил отклониться от заданной полосы движения, чтобы избежать небольших айсбергов. Это обычное явление, поскольку ледник Колумбия откалывал такие айсберги поблизости. Судно было переведено на юг и поставлено на автопилот. В 23 часа 47 минут судно покинуло восточную границу полосы движения. Третий помощник Казинс был на дежурстве в течение 6 часов и должен был быть заменен вторым помощником Ллойд Лёкейн-младший. Однако из-за долгих часов работы второго помощника Казинс не хотел его будить и продолжал дежурить. Казинс был единственным офицером на мостике большую часть ночи. Около полуночи 24 марта Казинс начал выводить судно на полосу движения. В то же время наблюдатель сообщил, что огонь Блай-Риф появился далеко от носа правого борта, под углом 45 градусов. Это было проблематично, учитывая, что огонь должен был быть с левого борта. Казинс приказал изменить курс, поскольку корабль был в опасности. Казинс позвонил капитану Хейзелвуду, но прежде чем их разговор закончился, судно в 12 часов и 4 минуты ночи сел на мель на рифе Блай. Корабль, движимый собственной инерцией, оказался посередине на вершине рифа Блай. 8 из 11 грузовых трюмов были проколоты. За 3 часа 15 минут с корабля слили 5,8 миллиона галлонов масла. Через 30 минут после многочисленных попыток выбить корабль своим ходом, капитан Хейзелвуд по радио сообщил береговой охране о посадке на мель. В течение более 45 минут после посадки на мель капитан пытался уйти от рифа, несмотря на то, что его первый помощник Джеймс Канкель сообщил, что судно не было конструктивно прочным без поддержки рифа. В течение первых нескольких дней после разлива тяжелый блеск нефти покрыл большие площади пролива Принца Уильяма. Спустя 3 дня после того, как судно вышло на мель, штормовые волны покрыли большое количество свежей нефти на скалистые берега многих пляжей в цепи Рыцарских островов. Компания Exxon Shipping не смогла проконтролировать капитана и экипаж судна и предоставить возможность отдохнуть перед отплытием судна Exxon Valdez. Первая причина аварии – это что третий помощник капитана не смог должным образом маневрировать судном, возможно из-за усталости или чрезмерной нагрузки. Вторая причина – компания Exxon Shipping не смогла должным образом обслуживать радар системы предотвращения столкновений Raytheon, который на то время не работал,
и не смог указывать третьему помощнику капитана на надвигающееся столкновение с рифом Блай. А только обнаружив отражатель радара, установленный на следующей скале вдали от рифа Блай, для удержания кораблей на курсе. Эта причина была выдвинута Грегом Паластом и не представлена в официальном отчете об аварии. Капитан Хёйзелвуд, которого в то время так широко сообщалось, что в ту ночь сильно был пьян, и не было его за штурвалом, когда корабль врезался в риф. Компания Exxon обвинила капитана Хёйзелвуда в том, что танкер был посажен на мель, и предумышленно оболгала его. В суде 1990 года он был обвинен в преступном причинении вреда, безрассудной угрозе и пилотированию судна в состоянии алкогольного опьянения, но с него были сняты 3 обвинения. Он был только признан виновным в проступке по неосторожности слива нефти, и 21 свидетель показал, что он не находился в состоянии алкогольного опьянения во время аварии. Журналист Грег Паласт заявил в 2008 году: «Забудьте басню о пьяном шкипере. Что касается капитана Джо Хёйзелвуда, то он спал под палубой, не вставая с места. У руля третий помощник, возможно, никогда бы не столкнулся с рифом Блая, если бы он посмотрел на свой радар Райкос. Но радар не был включен. Фактически радар танкера был сломан и выведен из строя более чем за год до катастрофы, и руководство Exxon знало об этом. Это было слишком дорого в ремонте и эксплуатации». В 2009 году капитан Хёйзелвуд принес сердечные извинения народу Аляски, предположив, что его ошибочно обвинили в катастрофе. Правдивая история доступна любому, кто хочет взглянуть на факты, и это непростая история, сказал капитан Хёйзелвуд. Первые действия по очистке заключались в использовании диспергентов, поверхностно-активных веществ и растворителей. 24 марта частная компания распыляла с вертолета диспергент. Поскольку поверхность моря была спокойной, больших волн не было, и диспергент не перемешивался с нефтью, его использование было прекращено. Однако проверка имела относительный успех, из 113 400 литров нефти образовалось 1134 литра отстоя, который был удален. На ранних стадиях был проведен ликвидационный поджог нефти, изолированный от остального региона огнестойким ограждением. Он был достаточно успешным, однако к дополнительному сжиганию нефти не стали прибегать из-за неподходящей погоды. К механической очистке приступили сразу же после катастрофы, используя боны и скиммеры, но скиммеры не могли быть готовы раньше 24 часов. Прошедших после аварии, толстый слой нефти, перемешанный с бурыми водорослями, засорял оборудование. Более 11 тысяч местных жителей штата Аляска работали вместе с сотрудниками Exxon по всему региону, пытаясь спасти окружающую среду. В то время как научное, так и общественное мнение склонялось ко всеобщей очистке, более развивалось понимание процессов самовосстановления природной среды. Несмотря на массовые усилия по очистке, согласно данным исследования, более 98 тысяч литров нефти впиталось в песчаные почвы береговой линии. Это количество сокращалось по меньшей мере на 4% ежегодно. Вскоре после аварии погибли тысячи животных, 250 тысяч морских птиц, 300 тюленей, 247 белоголовых орланов, касатки, также погибли миллиарды лососевых и сельдяных икринок. Были отмечены сокращение численности популяции различных видов океанических животных, а также задержка роста популяции горбуши. В последующие годы отмечалась высокая смертность среди каланов и уток, поскольку они потребляют пищу из загрязненной почвы. Остатки нефти также попадали на их мех или перья. В октябре 1989 года компания Exxon подала иск против штата Аляска, утверждая, что штат препятствовал попыткам Exxon ликвидировать разлив, отказавшись одобрить использование диспергентов до ночи 26 марта. Штат Аляска оспорил это утверждение, заявив, что существует давнее соглашение о разрешении использования диспергентов для очистки разливов. Таким образом, Exxon не требовала разрешения на их использование, и что на самом деле у Exxon не было достаточного количества диспергентов.
Иск был предъявлен от 38 тысяч человек. В 1994 году суд обязал компанию выплатить $287 миллионов США в качестве компенсации ущерба и $5 миллиардов в качестве штрафных выплат. Компания Exxon обжаловала решение, и апелляционный суд 9-го округа снизил штрафные выплаты до $2,5 миллиарда. Затем Exxon обжаловал приговор в Верховном суде, который в июне 2008 года снизил штрафные выплаты до $507,5 миллиона. 27 августа 2008 года компания ExxonMobil согласилась выплатить сумму в 75% от штрафа в $507 миллионах за ущерб от разлития нефти у побережья Аляски. В июне 2009 года Федеральный суд обязал компанию выплатить $480 миллионов дополнительно в качестве процентов за просроченные штрафные выплаты. По состоянию на 2010 год приблизительно 98 кубометров сырой нефти, вылившейся из танкера Валдес, все еще загрязняли песок и почву Аляски. После утечки нефти танкер был отбуксирован в Сан-Диего, прибыл туда 10 июня 1989 года, ремонтные работы начались 30 июня 1989 года. В июле было заменено около 1600 тонн стальных конструкций, стоимость ремонта составила $30 миллионов. Конструкция однослойного корпуса осталась неизменной. После ремонта Exxon Valdez был переименован сначала в Exxon Mediterranean, затем в Sea River Mediterranean, так как компания Exxon передала свой судовой бизнес новой дочерней компании River Maritime Inc. 29 ноября 2010 года танкер столкнулся в Южно-Китайском море с грузовым судном Али, шедшим под флагом Мальты. Оба судна серьезно пострадали в ходе инцидента и были отбуксированы на ремонт. 2 августа 2012 года танкер был отбуксирован для разборки на металл.